Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем работать с базами данных. На прошлом занятии мы с вами поговорили о теоретических моментах, разобрали, какие базы данных бывают, поговорили о СУБД, поговорили о типах связи между таблицами, поговорили о том, что такое primary key, поговорили о том, что такое foreign key. Ну и сегодня у нас практический урок. Мы поговорим о том, зачем SQL нужен тестировщику, создадим с вами базу данных, создадим с вами таблицы, наполним данные таблицы значениями. Будет интересно, погнали! Продолжаем работать с MySQL. Напомню, на прошлом уроке мы прошлись по теоретическим аспектам, какие базы бывают, типы связи в базах. Поговорили о том, что такое первичный ключ, что такое внешний ключ. Может возникнуть вопрос, для чего мы это все делаем, зачем нам этот SQL и зачем все это тестировщику. Все достаточно просто. Часто на проектах есть базы данных, и тестировщику приходится работать с данными базами данных. Если вам необходимо что-то протестировать более детально, более конкретно, извлечь данные более эффективным способом, вот для всего этого нам и необходим вот этот вот язык SQL. С этим вам поможет сегодняшний урок. Давайте вспомним немножко, на чем мы остановились. Мы с вами создали базу данных с названием Варшава, в которой у нас одна таблица. В этой таблице у нас два столбца. И давайте вспомним, какие команды мы делали для того, чтобы создать нашу базу данных. Первая команда — это create database. И вторая команда у нас была create table с названием devices. И мы указали, какие столбцы у нас будут в данной табличке. Это первый столбик stories ID, в котором все будут значения у нас целочисленные. Второй столбец у нас будет с моделями, в котором у нас будут текстовые значения. Двигаемся дальше. Давайте добавим в нашу существующую табличку третий столбик. Для этого мы будем использовать команду alter table. Видите, dbeaver нам уже подкидывает предложение команды table. Название нашей таблички, то есть это devices. Как видите, сама команда у нас подсвечивается другим цветом. И нам нужно добавить столбец. Давайте его добавим. Add. Название столбца у нас будет items. Значения в нем будут integer. Вроде бы все. Давайте проверим на валидность наш код. Для этого воспользуемся сервисом EverSQL. Видим, что наш код валиден, и сразу хотелось бы сказать, что SQL нам позволяет делать записи в строку, то есть не обязательно делать такую запись, как у меня, к примеру, писать большим шрифтом в апперкейсе нашей команды. Также SQL не заставляет нас писать все это в столбик, как это делаю я. То есть, видите, первая команда у меня прошла в одной строчке, вторая команда у меня в другой строчке. Также, насколько я знаю, SQL запросы могут не заканчиваться точкой с запятой. То есть это все вариация синтаксиса. И если мы, скажем так, изменим наш синтаксис, напишем тут alter table с маленькой буквы в lowercase, не поставим здесь точку с запятой и напишем все это в одну строчку, то в теории наш код останется все равно валидным. Давайте это проверим. Да. Ну вот, видите, сам EverSQL у нас немножко преобразовал структуру нашего кода, но по сути код в одну строку с lowercase, без точки с запятой, он также будет валиден. Поэтому это уже дело привычки, дело вкуса. Как вам удобно, так и пишите. Главное, чтобы команды наши исполнялись. Заходим обратно к dbeaver, нажимаем Start. Я нечаянно нажал 2 раза. Давайте проверим, что у нас действительно появился наш столбец. Обновили табличку, рефрешнули, и действительно столбец у нас появился. Теперь у нас в нашей табличке Devices 3 столбца. Это Stories ID, Model и Items. Итого, что мы имеем на данный момент? Мы создали базу данных,
где у нас есть табличка, в которой 3 столбца. Давайте заполним эти столбцы данными. И для этого мы будем использовать команду insert int. Далее нам нужно написать название таблицы, в которую мы будем добавлять наши данные. В нашем случае это табличка devices. Далее в скобочках нам нужно перечислить те столбцы, в которые мы хотим добавить наши данные. То есть, если мы хотим добавить данные во все столбцы, нам нужно их просто перечислить. Давайте это сделаем. Через запятую. Далее нам необходимо указать значение. Напишем для этого слова values. Данное слово в SQL означает, что мы будем передавать значения далее. И дальше в скобочках заполняем наши значения построчно. То есть, каким образом? Первое у нас идет stores ID. Допустим, это будет единица, так как значение у нас там заданный integer. Помните, да? Далее пишем запятую, пишем название модели, которую мы хотим видеть в нашей первой строке. Делается это в одинарных кавычках. Это будет текстовое значение. Пусть это будут tablets, таблетки. Далее опять запятая. И у нас будет количество штук вот этих вот tablets. Давайте укажем, предположим, это будет 5 таблеток, 5 наших планшетов в конкретном магазине. То есть вот этой строкой мы заполняем все наши 3 столбца данными. И если мы ее сейчас заранаем, то мы увидим, что в нашей первой табличке появилась одна строчка, где у нас вот данные значения. Однако это будет совсем простая табличка. Давайте ее немножечко сделаем побольше, чтобы нам было более понятно работать дальше с данными. Давайте скопипастим еще несколько строчек, допустим, всего сделаем их 5 и заполним рандомными значениями. Ну, предположим, давайте stores ID у нас будут по порядку идти. 1, 2, 3, 4, 5. Название девайсов давайте изменим. Допустим, это будет Android Mobiles. Здесь у нас будет, предположим, iOS Mobiles. Здесь у нас вообще будут телевизоры. И здесь последним значением давайте пусть будут наушники, не знаю. И давайте ради разнообразия поменяем количество. Здесь у нас было 5, здесь пускай будет у нас 4 штуки, здесь пускай будет 3 штуки. Телевизоров у нас будет 7 и наушников у нас будет 9, предположим. После каждой строчки мы ставим запятую, это обязательный момент. Поставили запятые наши. Здесь я ставлю последняя строка точкой запятой, либо можете ничего не ставить. Таким образом, если мы заранаем данное выражение, то мы получим табличку, наполненную следующими данными. У нас будет 5 строк, и каждая строка уже будет иметь значение с номером, с названием нашей модели и с количеством. Давайте проверим на валидность наш получившийся код. Код у нас получился валидный. Запускаем наш код. Видим, что все прошло успешно. У нас добавлен наш insert int в табличку devices прошел успешно. Давайте обновим нашу табличку с девайсами. Refresh. Откроем табличку. И действительно мы видим, что наша табличка заполнилась данными. Если нам необходимо в эту табличку что-то добавить, мы возвращаемся к нашей команде insert int, также указываем табличку, точнее название таблички, указываем слово values. Допустим, у нас появится 6-я строка, мы хотим добавить 6-ю строку, в ней у нас будут, не знаю, одинарные кавычки. В ней у нас будут Android Mobiles опять. Запятая. И 5 штук.
И вот эту всю вот комбинацию мы снова раним, получаем добавление вот этой вот нашей шестой строки в нашу таблицу devices. Надо обновить refresh нашей таблички, и мы видим, что действительно добавилась еще одна строка в нашей табличке. Окей, теперь давайте разберем команду, которая поможет нам проапдейтить данные в данной табличке. То есть мы знаем, как добавлять данные в табличку, но мы также посмотрим, как можно апдейтить данные. Для этого в SQL есть команда update. Пишем по уже накатанному принципу, указываем таблицу, название таблицы, это у нас devices. Далее мы должны указать, что именно мы хотим поменять, то есть мы должны указать на то, что именно и где мы хотим поменять. Допустим, пусть это будет столбец модель. Для этого мы напишем засетать в столбце модель равно. И в кавычках у нас тут значения идут текстовые, поэтому будут кавычки. Укажем, что мы хотим засетать. Предположим, я хочу засетать новое значение. Это будут Tesla Mobiles. И дальше нам необходимо указать, где именно я хочу засетать значение Tesla Mobiles, потому что если я зараную вот эту вот нашу комбинацию, то я просто поменяю все значения, которые находятся у меня вот в данном столбце. Все вот эти вот наши значения поменяются на Tesla Mobiles, поэтому нам надо обозначить более узко, что конкретно мы хотим поменять, какую конкретно строку. Ну, давайте поменяем первую строку. Для этого мы напишем, воспользуемся оператором where, укажем, что в столбце stores ID, вот нам подсказывает уже сам dbeaver, в столбце stores ID со значением 1 равно 1 и точка запятой. Таким образом, моим ожиданием сейчас будет то, что мы проапдейтим в нашей таблице devices значение модели Tesla Mobiles, то есть значение вот в данном столбце, где у нас stores ID равен единице. То есть вот у нас stores ID равен единице. Здесь я ожидаю, что вместо таблетки у нас появится Tesla Mobiles. Давайте попробуем заранить. Раним, видим, что успешно проапдейтилось. Обновляем нашу табличку. И действительно видим, что в результате данного запроса мы получили апдейт первой строки нашей таблицы. Окей, с этим разобрались, апдейт есть. Ну и, соответственно, если мы хотим удалить какую-то строку, то для этого мы используем команду delete. Пишем, откуда мы хотим удалить, название таблицы, допустим, из таблицы devices, и что конкретно мы хотим удалить. То есть по такому же принципу, по принципу апдейта, единственное, что у нас поменялось, delete from, таблица и что конкретно мы хотим удалить. Давайте взглянем на нашу табличку. Записи, предположим, где у нас items равно 5, либо модель равна headphones, наушникам, да. То есть после where мы перечисляем те условия, которые будут соблюдены при удалении данных из таблицы. С этой командой будьте достаточно аккуратны, осторожны. Если вам необходимо что-то подредактировать, можно это сделать через апдейт, как мы это делали чуть ранее. Теперь давайте создадим вторую табличку, create table, как это мы делали с первой таблицей. Название таблицы у нас это будет area. Открываем круглые скобки, в которых нам надо записать те столбцы, которые будут у нас находиться внутри таблицы. Давайте первый столбец назовем stories area. Он у нас будет в текстовом формате, запятая. И второй столбец давайте назовем stories ID. И он у нас будет в числовом формате integer.
Таким образом, мы создадим таблицу, в которой у нас будет два столбца: Stories Area в текстовом формате и Stories ID в формате integer. Давайте запустим. Видим, что наша табличка была создана. Окей, давайте обновим нашу базу данных. Откроем таблицы. Действительно, у нас появилась вторая таблица Area. То есть вот наша первая таблица Device, вот наша вторая таблица Area. Давайте ее откроем. Видим во вкладке Data, что у нас действительно есть табличка, в которой у нас сейчас два пустых столбца. Окей, давайте поработаем над заполнением данных столбцов, так же, как мы это делали с первой таблицей, через команду insert int. Insert int. Далее мы пишем таблицу, в которую мы будем добавлять данные, это у нас area. Перечисляем столбцы, в которые мы будем загонять наши данные, это stories area и запятая stories ID, то есть во все столбцы, во все два столбца. Далее нам необходимо написать значение, которое мы будем добавлять через слово values, как и в прошлый раз, values, и перечисляем те значения, которые мы будем добавлять в нашу таблицу. То есть открываем круглые скобки. Первое у нас идет stories area. Давайте допустим, это у нас, напоминаю, текстовый формат. То есть необходимо открыть кавычки, одинарные кавычки. И зададим название нашей stories area. Пусть первое будет это восточный район, Eastern, допустим, на английском, да. Далее через запятую мы должны указать stories ID, у нас это будет, допустим, единица. И давайте для наполнения таблицы быстренько скопируем все эти значения, проставим запятую, только вот в последней строке проставим точку запятой. И давайте поменяем название для того, чтобы наша таблица оказалась более живой, более реалистичной. Давайте вместо значение stories ID поменяем 1, 2, 3. Предположим, тут у нас будет повторение. Тоже возьмем цифру 3. Для того, чтобы наша работа далее с таблицей была более интересная, сделаем повторяющиеся значения. То есть ставим тройку тут, ставим тройку тут. Посмотрим, что из этого выйдет. И давайте название изменим. Допустим, это будет Western, Central. И давайте, допустим, Central 2. То есть Stories ID, зоны ID у нас в центральном районе будут одинаковые, что в принципе достаточно логично. Если район один, то и как бы Stories ID может быть теоретически одним. Итого, моим ожиданием, что после того, как мы зараним данный код, в нашей табличке Area, которая, напоминаю, у нас сейчас имеет два пустых столбца, мы заполним данную таблицу вот такими вот данными. То есть добавится 4 строки с данными о районах и с данными о Stories ID. Раним данный код и видим ошибку. Давайте проверим на валидность наш код. Посмотрим, валиден ли он. И видим, что действительно код невалидный. Я ошибся, у нас нету запятой после центрального района в строчке номер 6. Ну, отлично, видите, еще и потренировались с ошибочками. Возвращаемся в нашу таблицу. Вот здесь у нас запятая. Сейчас данный запрос должен отработать без ошибок. Давайте раним наш запрос и действительно получаем наполнение нашей таблички данными. Давайте рефрешнем нашу таблицу, либо нажмем F5 и получаем наполнение второй нашей таблицы Area. Видите, у нас появились тут значения. Таким образом, у нас есть уже две таблицы. Первая — это у нас таблица Devices, где у нас 3 столбца и куча значений. И вторая таблица у нас Area, где у нас 2 столбца и тоже есть некоторые значения.